Привет-привет! Очень рада видеть вас на своем канале. В этом видео я хочу вам рассказать про концлагеря Аушвиц и Биркенау, которые находятся в городе Освенцим. Во время Второй мировой войны эти лагеря являлись настоящими фабриками смертей. Я была очень впечатлена посещением данного музея. Надеюсь, мне удалось передать атмосферу в этом видео. И первое, что здесь стоит сделать, это взять экскурсию. Она начинается с просмотра небольшого ролика и кратко знакомит с тем, что вас ожидает. Это ужасающее место, которое напоминает нам о страшной войне и о том, что жестокость людей не знает границ. Люди не осознавали в полной мере, куда они едут. Они надеялись на лучшую жизнь, брали с собой свои лучшие вещи и все, что, как им казалось, могло пригодиться на новом месте. Посуда, одежда, украшения и иные ценности. В музее хранятся не поддающиеся счету вещи, которые лишь приоткрывают масштабы происходившего. Госпиталь – это было не то место, где лечили людей. Это было место, где решали их судьбу. И если доктор, даже судя только по внешнему виду, говорил, что этот человек больше не так продуктивен или недееспособен, этого человека отправляли на смерть. Страшно представить, как себя чувствовали люди, что им приходилось пережить и как от голода болели даже внутренние органы. Сбежать было практически невозможно, поэтому одним из запасных вариантов было бросаться на электрический забор, что означало мгновенную смерть. В ином случае беглеца подвергали нечеловеческим пыткам. Сама экскурсия проходит по 2 лагерям. Между ними курсирует бесплатный автобус. А прийти без экскурсовода можно после 5 вечера. Вход свободный. Но для полноты картины, для полного погружения и понимания, очень рекомендую приходить именно с экскурсией. По этим железнодорожным путям в лагерь прибывали поезда с заключенными. По приезду все вещи, прибывшие, обязаны были складывать в одну кучу, откуда потом немецкие солдаты разбирали их для себя и своих семей. А так выглядит один из вагонов, в которых привозили заключенных. Сейчас перед вами модель газовой камеры. Заключенные были обязаны оставить абсолютно все свои вещи в раздевалке. И они все еще верили, что их просто ведут в баню. Вот так выглядит внутри одна из самых первых и самых маленьких газовых камер. Заключенных вплотную набивали в камеры и через небольшие отверстия в потолке наполняли ее ядовитым газом. Сейчас вы видите руины одной из газовых камер. Она была намеренно разрушена при отступлении, с попыткой хоть немного замести следы совершенных преступлений. Но знаете, что меня впечатлило больше всего? Это то, что большинство ужасных вещей было совершено руками самих заключенных. Они вели на смерть таких же заключенных, помогали им войти в газовые камеры. Если из госпиталя человек не мог войти в машину своим путем, сами заключенные за руки и ноги закидывали его туда. Это ли не страшно, когда люди борются за последние моменты жизни всеми способами, даже ценой близких? Так выглядит место ночевки заключенных. А часть из них спала на сырой земле, а по ночам нужно было отбиваться от крыс. Это то место, где было убито около 1,5 миллиона людей, преимущественно евреев, из разных уголков Европы.